Прокол. Первый прокол на этой покрышке. А пробег у нее 1006. Герметик Хайгир. Ну пока держится. Посмотрим, насколько хватит. Запасной есть. А покрышка хорошая. Вчера после прокола, примерно через пару километров, давление слетело до 1 атмосферы. Я подкачал до 2 и проехал еще 45 километров. В основном по грунтам. А сегодня утром обнаружена вот такая вот бульба. Это герметик Хайгир. Но давление держится нормально. Не слетает. И больше не вытекает. Просто вот такая бульба. И тут вот еще. Раз. И вот мокрая. Я так понимаю, что это тоже проколы. Но покрышка прошла 6150 или 6200. Проехал я еще 50 километров. Давление держится нормально. И после того, как я помыл покрышку, я обнаружил вот такой вот, видите, это очень похоже на кусочек стекла. Ну, по размерам он приличный. Воздух отсюда не выходит, герметик уже не выступал. Было, ну, чуть-чуть мокрое, так, влажное, можно сказать. Оставлять его, конечно, здесь нежелательно. Размер его неизвестен. Но если постоянно ездить, то он или выскочит, или же будет дальше резать покрышку. Поэтому сейчас я буду его вынимать. Для начала нам нужно сбросить воздух. Может так получиться, что если я его вытащу, то будет фонтан герметика. И можно попробовать начать операцию. Так, лучше одеть очки. Это лучше делать в очках. А то если вылетит, может быть неприятно. Ого. Так, сидит хорошо. Неудивительно, что 2 атмосферы его не вытолкнули. Сейчас его вытащу, и в зависимости от его размера я буду понимать, что дальше делать с покрышкой. Или ее... Ого! О, ну, да. Это, конечно, серьезный размер. Вот. Видите? Так, сейчас я попробую его померить. Ну, я думаю, я его поймал не в лесу. Этот кусок был пойман где-то на асфальте. А в лесу я просто заметил бульбу. Ровно сантиметр получается. Хороший кусочек стекла. Но я думаю, что такую дырку герметику будет трудно залепить. Так, теперь мы это убираем. И смотрим на размер пореза. Какой у нас порез? Порез у нас 6 миллиметров. В данной ситуации есть 3 варианта. Это поставить латку изнутри. Но мне не хочется разбирать покрышку. Поэтому можно воспользоваться вот таким инструментом. И поставить внутрь жгутик. Вот здесь есть такой жгутик. Он ставится внутрь вот этой штукой. Но я для начала попробую эксперимент с клеем. Есть вот такой клей, ультрагель. Он клеит и резину, и кожу, ну и все остальное. Если он не сработает, тогда поставлю жгутик. Для того, чтобы его туда капнуть,
нужно протереть, чтобы он был сухой. Так как герметик уже внизу, я сейчас его попробую промокнуть просто бумагой. А дальше туда капну клея. Итак, я высушил. И теперь внутрь нужно попасть клеем. Там внутри виднеется синий слой. Я так понимаю, это защитный слой. Он не особо толстый. Теперь я оставлю, пусть подсыхает. Время фиксации клея написано 60-80 секунд. Я особо не спешу. Так, я выдержал 5 минут. И сейчас попробую накачать. Так, 2 атмосферы накачано. Ну, вроде бы не идет воздух. А, идет. Идет слегка. Слегка идет. Сейчас я крутану колесо, разбрызгаю герметик. Я думаю, оно его заклеит. А теперь мы посмотрим на результат. Вот оно. Так, ну сейчас пульп не видно. Сейчас я побрызгаю свежей мыльной водичкой. Ну, похоже, что держит. Предварительный итог какой? Было вытянуто стекло. Сам порез заклеен клеем. Сейчас я покажу, как выглядит эта упаковка клея. Вот такой вот клей. Универсальный клей. Фиксатор Ультрагель. Сделано в Турции. У нас он продается в Авроре. Это не реклама Авроры. Просто там я его купил. Но учитывая, что воздух не идет, можно ехать тестировать. Если не разойдется это место склеивания на ходу, значит тест прошел удачно. А если разойдется, значит будет 2-я серия. Подписывайтесь на канал и ждите продолжения.